Как развивать отдающие и получающие свойства? Ну, я уже тебе ответил на самом деле по поводу того, как, как, как менять свою судьбу. Да, вот как умереть в старой роли и родиться в новой, внимание наружу. Ну, все целевые образы, цель это всегда что-то снаружи. Цель это от слова целый, да? То есть исцеление от слова целостность. И цель это то, что дополняет тебя до целого. То есть целью мы называем то, без чего вы не чувствуете себя целостными. Это что-то снаружи, это что-то снаружи. К чему вы стремитесь, чтобы пережить целостность. Поэтому цель и является, целевой образ и является способом выходить наружу. Ну, если это, конечно, правильный целевой образ, то есть построенный на внешней реализации. Ты очень правильно здесь акцент переставил, да? То есть как ты написал, как развивать отдающие и получающие свойства. Начать надо с получающих. Начать надо с получающих. Практика развития получающих свойств – это практика принятия. Потому что главное, что мы с вами должны получить, это переживание самой жизни. Классный вопрос ты задал, на самом деле. Потому что в него все упирается. Вот прямо сейчас, в данный конкретный момент, вокруг тебя есть жизнь. Ты находишься в определенном пространстве, в определенной комнате, в определенном месте. Вокруг тебя есть люди в твоей орбите. И близкие люди, и неблизкие люди. Есть город какой-то там, да, или населенный пункт. И вот вся ценность этого пространства окружающего и тех энергий, которые в нем, тех людей, в том, что они и являются сейчас твоей жизнью, понимаешь? Вот в этом вся ценность, сумасшедшая ценность того, что вас окружает. Вы можете ходить по полу или там видеть стены и не замечать их. Но прикол в том, что прямо сейчас это и есть ваша жизнь, ничего другого нет. Может, вы хотели бы чего-то другого, но ничего другого нет. И все это вместе создает определенное переживание. И то, что вы видите, и то, что за пределами там, видимого глазами. Вот сегодня, например, в Китае коронавирус, да, распространяется. Это часть нашей реальности сегодня. То есть Вселенная так устроена, что сегодня мы должны прожить это, как часть своей реальности. Так вот, получить означает прожить. То есть заметить это, обратить на это внимание, впустить это внутрь себя, как ощущение. Впустить это глубоко, настолько, чтобы ваше тело пропустило это сквозь себя, чтобы чтобы волна прошла через вас, чтобы поток жизни через вас прошел. И тогда хотя бы это состояние Вселенной вы прожили. То есть вы были соединены с ней, вы жили в этот момент, потому что вы не болтались в своей голове, не были заняты какими-то своими мыслями, а вы реально жили в этот момент. Ваше тело трепетало на волне окружающего пространства и окружающих энергий. И это и есть вкус жизни. То есть, по идее, человек должен находиться в состоянии, что через его тело все время идет поток жизни. Вот это означает получить. Не получить означает, что вы не замечаете то, что происходит. Вы разговариваете с человеком, а сами в своих мыслях. А это же все Вселенная вокруг вас, да? То есть это же жизнь говорит с вами через него. А вы его не замечаете. А он же чувствует, что вам глубоко внутри настолько все равно, что вы даже внимания на него не обратили. Не поймали его энергию, не впустили ее в себя, не почувствовали ее вкус. То есть вы не получили от него. Вы не сможете ему и отдать тогда, он же тоже от вас не примет. Поток получения и отдачи начинается с получения. Получение является способностью ощутить. Поэтому вся основная работа в целевом образе, она построена прежде всего на способности ощутить мир по-новому. Ощутить что-то, какие-то энергии, какие-то вещи, которые вы не ощущали до этого. Обратить внимание на что-то новое и ощутить это. Потому что тогда вы наконец-то перестаете болтаться в собственном теле и ощущать свои внутренние обидки, страхи и прочее. А вы ощущаете внешнюю реальность внутри себя. И происходит контакт. Да? То есть это
рождает внутри вас отдачу, реакцию что-то сделать с этим. Если вы что-то приняли, то оно, попадая в ваше тело, накладывается на поток жизни внутри вас. И рождается ваша ответная реакция. И начинает вращаться колесо энергии. Вы начинаете жить, вы начинаете взаимообмениваться с окружающим миром. Поэтому, в принципе, способность к развитию и способность к реализации, она построена на способности получать, впускать в себя. Потому что если вы не ощущаете жизнь вокруг, вы ничего не можете с ней сделать. Сколько вы не будете общаться там, не знаю, со своим клиентом или со своей супругой или супругом или со своими детьми, если вы внутренне не принимаете их состояние, ставите блок, сжимаетесь, отторгаете, вы так никогда не проживете какой-то близости или настоящего общения. Почему? Потому что вы все время находились в своем неприятии, так и не ощутили другого человека. Только из головы что-то накидали ему, там, иди делай вот это, или там, скажи мне вот это. Поэтому принимать означает ощущать. Ощущать означает уметь держать тело расслабленным, направить внимание на то, что вы хотите ощутить, и ощутить отклик от этого у себя внутри. Причем в расслабленном теле отклик должен заполнить все тело. Все тело. И тогда он накладывается на ваш поток жизни внутри, и рождается реакция именно на то, что вы ощутили. Вот тогда человек чувствует, например, что вы с ним разговариваете. Вот мы сегодня много говорили про холод, например, да? Человек, когда погружается, в холодную воду, да, у него первая реакция какая? Не ощутить. Он сжимается. Не ощутить. Самое главное, что он пытается сделать, закрыться от ощущений жизни. А что надо делать? Ровно обратное. Расслабиться. И холод начинает тогда проникать вовнутрь. И тело начинает кричать: я сейчас умру. Холод начинает заползать в самую-самую глубину. Конечности там отмерзать начинают и так далее. Но весь прикол в том, что нельзя этому сопротивляться. Он должен пройти полностью, он должен заполонить все тело. Он должен пройти от кончиков пальцев ног до макушки и выйти через руки. Вот вы пропускаете поток через себя. Вот что такое принять. Потому что иначе вы холод не приняли. Как только вы зажались, вы стали терять силу и энергию. И холод вас победит, вы простудитесь. Или будет что-нибудь там неприятное. Но если вы расслабляетесь, вы впускаете его внутрь своего тела. Это означает, что вы доверяете телу самому справиться с этим. Ваша задача просто не препятствовать, впустить, получить. Жизнь предлагает вам прожить сейчас это. Если она предлагает, нельзя отказываться. Вот когда вы в гостях у жизни, а мы всегда с вами, вся наша жизнь, мы в гостях у жизни, у Бога, да? Когда он говорит: дружище, тебе сейчас надо прожить вот это, мы не можем отказаться. Не, мы можем отказаться, мы можем зажаться и не пустить ощущения внутрь себя. Но цена плохая. Цена тогда напряжение, которое останется на всю жизнь, пока вы не проживете это. Если вы пропускаете холод сквозь себя внутрь, то вы выходите через 5 минут из холодной воды, вы горячий внутри. Почему? Потому что тело знает, что делать с холодом. Тело знает, что делать с холодом, оно пропустит его сквозь себя, оно найдет свой подход. Оно справится, оно же рождено в этой среде, оно всегда знает, что делать, с чем угодно. Но если вы сожметесь, вы не дадите жизни снаружи наложиться на поток жизни внутри. Не соединятся два потока жизни, внешний поток и внутренний поток. Не произойдет контакта между ними встанут ваши напряжения. Понимаете? И тогда произойдет другое, вы выйдете напряженные, замерзшие. И будете бояться в следующий раз намного больше холода. Этот страх останется в теле в виде напряжений. И возникнет такая корка между потоком жизни внутри и потоком жизни снаружи. Такой мышечный корсет, мышечный панцирь. Непробиваемый. И он всегда будет препятствовать. Будет не получить ощущения снаружи и не выпустить поток изнутри.
Вот на этом построена, собственно, технология, ну и проживание жизни в целом, и погружение в холод, и чего угодно. И чего угодно. Вот это, собственно, есть исцеляющий элемент. Для этого мы проживаем тело целиком. Чтобы научиться в те моменты, когда это нужно, ощущать тело целиком и дать волне жизни, любой, это же может быть не холод, это может быть эмоциональный холод. Это может быть человек, который там к вам плохо настроен как-то. Технология всегда одинакова. Вы либо впустили это, и тогда вы были в контакте с этим, и получили кайф, прожили это. Либо вы зажались, тогда вы отгородились от внешнего мира. Вы не можете ни получить, ни отдать. Качая свое получение, вы автоматически качаете свою отдачу. То есть все потоки, которые зашли, наложатся на ваш внутренний поток, и появится реакция наружу. А реакция наружу уже, куда ее направить именно, это делает целевой образ. То, что я тебе уже отвечал.